Всем привет! Сегодня мы с вами разберем упражнения для подвижности плечевых суставов и уменьшения боли в спине. И давайте начнем с такой небольшой скруточки. Положите левую ладонь на правое колено, а правую руку заведите за спину и потянитесь к противоположному бедру. Если это тяжело, можно поставить правую руку сзади за спиной на подушечке пальцев и посмотрите назад через правое плечо. Сделайте приятную такую скруточку в грудном отделе и задержите здесь на несколько дыханий. 3, 2, 1. Плавно возвращаемся в центр и делаем на другую сторону. Кладем правую ладонь на левое колено, левую руку ставим либо сзади за спиной, либо полностью заводим за спину и захватываемся за противоположное бедро, если это получается. И посмотрите через левое плечо назад. 3, 2, 1. Очень хорошо. Возвращаемся в центр. И сейчас мы с вами вытягиваем руки в стороны, поднимаем пальцы и кисти наверх, как будто раздвигаем ладонями невидимые стены. Старайтесь здесь держать спину ровно, раскрывать грудную клетку, уводить плечи вниз от ушей. И удержите это положение несколько дыханий. 3, 2. И теперь начинаем медленно проворачивать кисти вперед-назад, да, по такому верхнему полукругу. Проворачиваем запястье, продолжаем натягивать пальцы на себя. Хорошо. И теперь оставляем пальцы поднятыми наверх и начинаем такие маленькие кружочки рисовать ладонями в одну сторону и затем в другую сторону. Хорошо, теперь поднимаем руки вверх, соединяем пальцы в замок и выворачиваем ладони. Стараемся выпрямлять руки в локтях и снова плечи уводим вниз от ушей. Стараемся грудную клетку раскрывать. И сделайте здесь еще несколько дыханий. 3, 2, 1. Хорошо, плавно через стороны опускаем руки вниз, не торопитесь, прям смакуйте каждый сантиметр, возвращая ладони обратно на колени. И сейчас мягким движением проворачиваем плечи назад и затем вперед. И теперь пробуем одно плечо вперед, другое назад. Может сразу не получиться это упражнение, но со временем, когда нейронные связи укрепятся, вы сможете это повторить. И затем поменяйте другое плечо вперед, второе назад. Отлично. Теперь нам с вами понадобится какой-то предмет. В моем случае это подколенник. Вы можете взять какой-то кубик для йоги, либо книгу. И мы сейчас начинаем сзади за спиной передавать из руки в руку этот предмет. Не торопитесь, прям хорошенько вкладывайте предмет в ладонь и затем меняйте стороны. И сделайте так 6-8 повторений на каждую руку. Очень хорошо. Отставляем предмет. И теперь нам понадобится ремешок. У меня это специальный ремень для йоги, но вы можете взять любой там пояс от халата или ремень обычный. Нам нужно сейчас будет найти такое расстояние захвата примерно чуть шире ширины плечей. Опять же, тут зависит от вашего состояния, насколько у вас
плечевые суставы подвижны или нет. То есть вы можете браться шире. Наша задача сейчас прямые руки, не сгибая в локтях, проворачивать назад и затем поднимать наверх и вперед опускать. И таким образом в динамике. Если слишком легко чувствуете, можно взяться поуже. Например, я чувствую, что мне не хватает, да, то есть я могу чуть-чуть уже еще взяться и продолжаем, точнее, делать это упражнение. Если наоборот чувствуете, что вы слишком близко и вы уже вот как бы стремитесь согнуть и как-то выламываются плечи, то возьмитесь наоборот шире, да, то есть не стесняйтесь браться широко, если пока что не получается делать в более узком варианте. Найдите свое расстояние захвата, в котором вы будете ощущать именно хорошую работу и подвижность плечевых суставов. Именно момент вот этого проворота. Не проскакивайте его, а наоборот здесь замедляйтесь и осознанно прям его проходите. И еще 5, 4, 3. И прям до конца опускаем руки сзади и спереди. 2. 1. Хорошо. Отставляем ремешок тоже в сторону. И теперь статично зафиксируйте. Левая рука сверху, правая снизу. Попробуйте соединить пальцы в замок сзади за спиной. Если вы не дотягиваетесь, можно опять же взять ремешок и захватиться с помощью ремня. То есть подбирайтесь пальцами прям ближе друг к другу и зафиксируйте свое такое крайнее положение. Старайтесь расправлять локоть верхней руки левой. Старайтесь уводить его больше, как бы немножко в сторону, в верхний угол от головы. Продолжаем спину держать ровно, раскрывать грудную клетку, макушка тянуться вверх. И дышим здесь еще 3, 2, 1. И поменяем стороны. Теперь правая рука сверху, левая снизу. Снова, если дотягиваемся, то соединяем пальцы в замок сзади за спиной. Если нет, берем ремешок. Расправляем правое плечо, уводим локоть немного в сторону. И дышим здесь. 3. Если вы чувствуете, что какое-то плечо у вас более зажато, вы можете на него дать больше времени и сделать чуть больше дыхания на эту сторону. Отлично. Расплетаем руки, возвращаем ладони на колени. И еще несколько раз, снимая напряжение, проверните плечи назад и вниз. Очень хорошо. И сейчас мы с вами сделаем упражнение из положения лежа на животе. Мы ложимся на живот и вытягиваем правую руку вправо под прямым углом. И переворачиваемся на правый бок. И сгибая ноги в коленях, мы как бы подтягиваем бедра к животу. Вот эту руку, которая у нас вытянута, правая, она остается под прямым углом с ковриком, то есть мы ее ниже не опускаем, да, то есть вот как мы ее положили, так она и лежит. Почувствуйте здесь вытяжение в плече, голову мы не кладем на коврик, голову держим на весу и смотрим немножко как бы за левое плечо назад. Если получается, можно здесь попробовать завести левую руку назад и соединить пальцы в замок. Если не дотягиваетесь, то просто тянитесь левой рукой навстречу к правой. Старайтесь больше именно накатывать вес тела назад, как будто бы хотите лечь на спину. Если здесь чувствуете, что слишком легко, например, да, как-то особо ничего не чувствуется, можно попробовать поставить стопы
на коврик и еще больше накатить вес тела. То есть как будто мы хотим уложить поясницу на пол. 3, 2, 1. И мы переворачиваемся снова на живот и делаем на другую сторону. Я сейчас перевернусь лицом в другую сторону. Вы можете оставаться в том же положении. И вытягиваем левую руку влево под прямым углом, ладошкой вверх. Все, рука остается в этом положении, мы никуда ее больше не двигаем. И переворачиваемся на левый бок. Подсгибаем ноги в коленях, притягивая бедра к животу. И заводим правую руку назад. Если получается, мы соединяем пальцы в замок. Если нет, то просто тянитесь, да, правой рукой к левой. И опять же, если чувствуете запас движения, попробуйте поставить стопы на пол и как будто бы поясницу уложить. 3. Голову не опускайте на пол, держите ее на весу. Пробуйте либо смотреть за правое плечо назад, либо можно смотреть в пол. То есть здесь положение головы не так критично, просто держите ее на весу. 2. 1. Хорошо, возвращаемся на живот. И теперь мы скрещиваем руки перед собой. Проталкиваем прямые руки в противоположные стороны как можно глубже. И ложимся грудной клеткой на скрещенные руки. И затем поменяем скрест, другая рука сверху. Снова продвигаем руки в противоположные стороны. И снова ложимся грудной клеткой на скрещенные руки. Если получается, опускаем лоб на коврик. Хорошо, расплетаем руки. И сейчас мы делаем последнее упражнение. Остаемся лежа на спине, на животе. Берем снова в руки предмет, подколенник, либо кирпичик, либо книгу. И из положения лежа на животе чуть-чуть приподнимаем грудную клетку и плечи. Сожмите здесь ягодицы. Держите мышцы ног в статичном напряжении. И мы начинаем передавать снова этот предмет из руки в руку. В этой плоскости руки прямые. Старайтесь держать голову на весу, но не задирайте ее наверх. Да? То есть мы смотрим в пол и продолжаем передавать из руки в руку. Держим мышцы ног в статичном напряжении. И так 8 или 10 раз. Очень хорошо. Откладываем подколенничек. Аккуратненько приподнимаемся. И отдохните в позе ребенка. Уведите таз к пяткам. Опустите лоб на пол. Расслабьтесь. Можно попробовать увести руки назад за спину. Расслабить плечи. И отпустить все напряжение из тела. Очень хорошо. Садимся со скрещенными перед собой ногами. Благодарю вас за просмотр. Надеюсь, эти упражнения принесут вам пользу. И до новых встреч!